Все, что нужно, это именно оставаться собой, а не вот этими разнообразными концепциями, которыми люди, как правило, привыкли себя считать. Что значит оставаться собой? Оставаться сознанием, оставаться самой жизнью, которая проживается через вас, через вашу форму. Но если мы были самим сознанием и жизнью, мы сюда не пришли. Верно? Вы в любом случае... Ну, вернее, мы есть и пришли сюда, поэтому, но тем не менее мы считаем себя отдельно живущими личностями и пришли, задать вопросы. Как, мы же не можем себя, так сказать, взять и сегодняшнее неосознание. Это не работает. Вы в любом случае сознание, вне зависимости от того, считаете вы, работает это или нет. Если вы можете осознавать эту жизнь, если вы сейчас понимаете, что вы на меня смотрите, на эту форму, на все что угодно, если вы в данный момент осознаете, что вы живы, значит вы уже сознание. Хотите вы того или нет. Да, но сознание отождествленное с этой формой, которая через эту форму воспринимает мир. Это уже множественные концепции, которые вам потребовались для того, чтобы озвучить свою личностную точку зрения. До того, как вы начали думать о том, через какую форму происходит осознание жизни, вы оставались просто сознанием. Но сознанием не осознающим само себя. Ведь факт тот, как сознание осознать самого себя. Осознание истины, оно не зависит от личности, задающей этот вопрос. Это происходит по воле с большой буквы жизни. Но личность никак не может это повлиять. Но вы как сознание всегда есть. Просто на осознание этой жизни накладывается множество концепций. Я тело, я мужчина, мне это нравится, это не нравится и так далее, и так далее. Вот и все. По сути, вы делаете это сами. Это привычка. Но вы можете этого не делать. Более того, большую часть времени вы этого и не делаете. А как я могу это не делать, если не обладаю свободой воли для того, чтобы это делать или не делать? Это само происходит. По свободе воли это очень спорный вопрос. Вы только что сами сказали, что значит что-то такое, что вы не можете не быть сознанием, потому что вы сознание, так сказать, вы по-любому это осознаете и так далее. И не в силах личности этому противостоять. По-моему, что-то такое вы сказали. Речь шла об осознании истины. Но можете ли вы сказать о том, что от вас вы не принимали решение взять этот микрофон в руки? Вы действительно не принимали решение задать этот вопрос? А как я могу его принять? У меня рука потянулась, взял микрофон и начал что-то говорить. Так, если по-честному, если внимательно рассмотреть, как тут никакого участия моего быть не может, по сути. Я же не мог себе эту мысль внушить, что я должен взять микрофон. Мысль возникла, рука потянулась, потом как-то пришло какое-то сознание. Вы прыгаете с одной концепции на другую. Когда вам, как вам удобно. Сначала вы говорите, что вы абсолютно отождествлены с формой, потом вы говорите, что вы в свободном потоке, и вот у вас рука сама потянулась. В данном случае это не сработает. Может быть, я неверно, так сказать, сформулировал свою мысль, но я, честно говоря, ни того, ни другого, как в моем представлении, не говорил. Что я отождествлен, я не говорил. Я говорил, как отождествленному сознанию, отождествленному с формой, познать себя в чистом виде. Вопрос был такой. Вам был дан ответ. Еще вопросы есть? Тогда нет. Дело в том, что умственные тенденции, которые преобладают в сознании, они очень легко жонглируют концепциями, как им удобно. И когда нужно, говорится одно,
другое, третье. Перепрыгивая с одной концепции на другую. Но насколько в действительности является это проживаемым опытом, то, что, например, нет никакой свободы воли. Насколько это является истинным опытом данного сознания? В бессознательном состоянии не является опытом. Но, так сказать, если раскладывать это все ментально, то это абсолютно видно. Но этот импульс, он возникает сам по себе. И как бы ощущение того, что я обладаю свободой воли, оно изначально во мне присутствует. Как бы, это заложено природой, ну, как бы, в социуме человека и так далее. Можно долго разбирать. Но это по факту есть. Оно есть у всех, есть и у меня. Есть иллюзия свободы воли. Ну да, естественно. Оно иллюзорно, естественно, но как бы оно есть. Оно есть, и его нет. Ярлык приклеить хочет он, но в действительности это не так и не так. Ну, давайте поговорим о том, что в действительности. В действительности нет вообще этого ничего, это все, так сказать, некая наша иллюзия, проекция нашего сознания. Давайте вот, что есть реальность? Ничто. С физической точки зрения. С той точки зрения, которую мы можем обсудить. Обсуждать нечего. Но тем не менее мы здесь сидим, и говорение происходит. Да? Так что тогда говорить? Что? Да. Ничто не говорит. Говорение происходит, как вы сказали. Говорит иллюзия с иллюзией.